Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Dmitry Day Tutors. Сегодня мы обсудим наиболее частые ошибки, возникающие при работе с ACES в связке Blender, Octane и DaVinci Resolve. В уроке я использую Octane Render плагин версии 27.5. Интерфейс я разделил следующим образом. Здесь расположены системные настройки. В этой части представлены настройки рендер-камеры. Здесь мы видим настройки превью камеры. Также в правой части я разместил вывод изображения, в котором также есть настройки ACES. После переустановки плагина, более поздней версии, я обратил внимание, что слетают настройки ACES. В свою очередь, это приводит к неправильному отображению профилей. Красный цвет указывает на то, что есть ошибки неправильных системных настроек AUSIO. Сейчас я попробую запустить рендер превью камеры. И мы видим, что дальше статуса Waiting for Image ничего не происходит. Изображения нет. То же самое будет происходить, если я переключусь в физическую камеру. В моем случае это камера 0.1. Также пробую запустить рендер. Ошибка та же, изображения нет. Почему так происходит? Что не так в настройках? Прежде всего, в системных настройках плагина Octane нужно поставить галочку напротив Use Other Config File. Здесь нужно указать путь к файлу настроек config AUSIO. Настройка Automatic по умолчанию включена. Сейчас мы видим, что исчез красный, указывающий на ошибки. В настройках рендер-камеры все правильно. Превью камеры также все правильно. И в разделе вывода изображения также все правильно. Если я сейчас запущу рендер, мы увидим изображение в ACES. Это касается физической камеры, так и превью. Если по какой-то причине вы захотите вручную указать системные настройки AUSIO, необходимо снять галочку с автоматики. После этого мы опять увидим ошибки в отображении профилей. Чтобы решить эту проблему, здесь оставляем все как есть. А вот в разделе Manual AUSIO нужно найти строчку, которая начинается с Color Space, и указать ACES 2065. Нажимаем и видим, что ошибок в отображении сейчас нет. Снова запускаю рендер превью камеры. Здесь все отображается корректно. После этого переключаюсь в физическую камеру и запускаю рендер. Опять же, все работает хорошо и правильно. Теперь поговорим о настройках ACES, применимых для превью камеры. После запуска рендера мы видим изображение, которое отображается в ACES. Если по какой-то причине к изображению не будет применяться ACES, нужно проверить и включить галочку напротив Octane Camera Imager. Если ее включить, то все настройки ниже, к примеру, экспозиция, виньетирование, а также отображение в ACES работать не будут. Поэтому включаем Octane Camera Imager. Для того, чтобы включить отображение на рендере превью камеры, вот здесь выбираем ACES sRGB или какой-нибудь другой профиль. Сейчас видно, что профиль работает. Теперь попробуем изменить профиль на ACES Rec 709. В результате получим небольшую разницу в яркости теней. Так как в проекте я использую ACES sRGB, вернусь к исходным настройкам. Все достаточно просто. В рендер-камере настройки очень похожи. Сейчас я переключусь в камеру, и мы поговорим о настройках ACES. Запускаю рендер и активирую инструмент Render Region. Делаю это, чтобы ускорить процесс вычисления, а также снять нагрузку на видеокарту. Вот примерно так. Напоминаю, что настройки я буду применять для камеры 0.1. В настройках камеры находим раздел AUSIO и выбираем ACES sRGB. Если нажать на крестик правее, то профиль сбрасывается и картинка будет отображаться без применения коррекции. Можно вернуть настройки к sRGB или, например, поменять на Rec 709. Главное, что при переключении профилей мы сразу видим все изменения.
Довольно часто я сталкиваюсь с вопросами, а именно, почему в viewport мы видим одно изображение, а на рендере оно другое. Давайте попробуем разобраться. Если сейчас я удалю профиль для рендер-камеры, а в превью камеры оставлю ACES sRGB, то, конечно, изображение будет отличаться. Чтобы такого не было, в рендер-камере включаем профиль ACES sRGB. То же самое можно сделать, например, для профиля Rec. 709. Главное изменить настройки в обеих камерах. Напомню, что в проекте я использую sRGB, поэтому выставлю профили здесь и здесь. После завершения настроек всех камер, приведения их к одному значению, то есть одинаковому профилю, нужно настроить экспорт изображения. Находим вкладку Output Properties, переходим к разделу Octane Output. Конечно, он должен быть включен. Одна из самых важных настроек – это выбор цветового пространства, которое будет записано в файл. В раскрывающемся списке можно оставить ACES CG или вот это цветовое пространство. Если я правильно понимаю, это одно и то же. Чтобы полноценно работать с ACES, файлы необходимо сохранить в формате EXR. В проекте я использую рендер-пассы, поэтому выбираю поддержку слоев, то есть мультилейер тип. Параметры альфа-канала, а также глубину цвета здесь я оставлю по умолчанию. После всех изменений рендерим изображение. Далее переходим к DaVinci Resolve. Прежде всего давайте импортируем исходный файл. Нажимаем правой кнопкой мыши в Media Pool и выбираем Import Media. В качестве примера я буду использовать один файл. После этого в библиотеке у нас появится исходник и... Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Дважды кликаю левой кнопкой мыши, после чего мы видим изображение в окне справа. И также видим, что оно отображается без коррекции. Чтобы это изменить, переходим в настройки проекта. В разделе Color Management меняем стандартную настройку на ACES CC или ACES CCT. Я остановлюсь на последней. ACES-версию в раскрывающемся списке выберем нужную строчку 1.0.3. В разделе Output Transform я выберу sRGB. После этого нажимаем Save. Сейчас видно, что изображение стало светлее, но в тенях появился оттенок красного. Для того, чтобы изображение получилось таким же, как на рендере в Blender, нужно изменить следующую настройку. В раскрывающемся списке Input Transform в самом низу находим и включаем ACES CG. Также нажимаем Save. Сейчас изображение отображается правильно. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на исходнике и создаем New Timeline. В новом окне нажимаем Create. Сейчас у нас два объекта. Это изображение и Timeline. В нижней части интерфейса переходим к вкладке Fusion. Первое, что я сделаю, это расширю окно viewport. В левой части находится экран номер 1, а справа номер 2. Нажимаем вот здесь. Теперь давайте проанализируем изображение. Видно, что происходит наложение дополнительных профилей. Если я нажму и отключу LUT, несмотря на то, что в настройках проекта мы включили отображение в ACES, здесь это не работает. Давайте снова включим LUT и изменим тип на OSIO Color Space. Чтобы настроить профиль, нажимаем Edit. Здесь выберем файл конфигурации. В пункте Source Space указываем ACES CG. В Output Space находим Output sRGB. Закрываем окно. Видно, что опять происходит наложение системного профиля и LUT. Если отключить LUT, изображение будет отображаться без коррекции. Давайте посмотрим, как сейчас будет выглядеть изображение, если переключиться в вкладку Edit. Здесь все отображается правильно. Снова переходим в Fusion и открываем LUT. Теперь давайте добавим ноду OSIO. В окне Node нажимаем правой кнопкой мыши, в разделе Color находим OSIO Color Space. Соединяем исходное изображение с новой нодой. Перетаскиваем белый квадратик вот здесь и совмещаем его с желтой стрелкой вот здесь. Давайте сразу перенесем ноду OSIO к изображению выше.
В настройках делаем все то же самое, как и в настройках LUT. Сейчас изображение отображается правильно. Чтобы каждый раз не тратить время на установки ACES, все изменения, которые мы сейчас сделали, можно сохранить. Нажимаем правой кнопкой мыши вот здесь. В раскрывающемся списке находим раздел настроек и нажимаем Save Default. Теперь, если я добавлю такую же новую ноду, настройки будут такими же, как и в предыдущей ноде. Это очень удобно и позволяет экономить много времени. Далее отсоединяем ноду AUSIO и смещаем ниже, совмещая с основным деревом. Делаем активным Media Out 1. Теперь давайте вернемся к вкладке Edit и посмотрим, как будет выглядеть изображение. Абсолютно точно, что сейчас происходит наложение двух профилей ACES друг на друга. Если перейти в настройки проекта и вернуться к исходным настройкам, то по цвету мы получим правильное отображение. Вот здесь есть кнопка, которая позволяет отключить дерево нод, которое мы сделали в Fusion. Если нажать, то изображение снова вернется к исходному виду. Еще раз нажимаем и видим правильное отображение. Спасибо, что досмотрели этот урок до конца. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях видео или телеграм-канале. Подписывайтесь. Удачи. Пока.